Народ, здорово! И сегодня я хочу вам раскрыть такую тему. Эта тема часто спрашивается, и много вопросов именно на эту тему возникает, скорее всего, даже больше всего. И этот вопрос звучит так. Как летают рейсы Сидней-Сантьяго? А если ответить на этот вопрос, задают второй вопрос. Как летает из ЮАР в Австралию? И новая карта плоской Земли позволяет ответить сразу на два этих вопроса. И эти два рейса существуют на карте плоской Земли. И сейчас я вам объясню, как. У меня вот такой пример. Берем два рейса и смотрим их по вашей плоской карте. А теперь вопрос. Почему рейс Сантьяго-Окленд по времени меньше, если по плоской карте в 2 с лишним раза длиннее? И вот отправили карту. Рейс Сантьяго-Окленд и рейс Буэнос-Айрес-Торонто. И здесь расстояние должно быть одинаковое. И как я говорил, это старая карта, и она с искривлением. И вот ответ. Сантьяго-Окленд и Буэнос-Айрес-Торонто расстояние похожее. На типичной карте плоской Земли или на азимутальной проекции расстояния не совпадают, так как это и не была карта плоской Земли. А на карте плоской Земли эти же отрезки Сантьяго-Окленд и Буэнос-Айрес-Торонто похожи. А с разницей в том, что Сантьяго-Окленд расстояние само больше, то есть, да, и летят дольше. А Буэнос-Айрес-Торонто чуть меньше, на 1000 километров примерно. И на карте плоской Земли как раз таки эти расстояния сходятся. И было очень много споров насчет того, что рейсы из Сантьяго в Новую Зеландию или в Австралию идут через океан. И как раз на новой карте плоской Земли или на настоящей карте плоской Земли так и происходит. Рейсы из Сантьяго идут через океан. А на азимуталке здесь идут практически через Штаты, через Северную Америку. То есть здесь не должно быть видно Северную Америку. И, естественно, здесь ее будет не видно, потому что здесь будет видно океан. И следующий вопрос. Рейс Сидней-Йоханнесбург. И на картах круга такой рейс невозможен. Сидней-Йоханнесбург, ну как написали, часов 25 должен лететь. Когда были круглые карты, даже с перенесенной Австралией не получалось, потому что это тоже не есть карта плоской Земли. И если в проекте смотреть сверху вниз, то мы живем на овале. Вот рейс прямой идет. Получается, какой рейс из этих линий? Это оранжевый. Это то есть из ЮАР в Австралию рейс. И какие рейсы есть? Есть с пересадкой, есть без. Сидней-ЮАР это то же самое, что Сидней-Йоханнесбург, как вы поняли. Один и тот же вопрос. С пересадкой он летит 17 или 18 часов. Вот. Сколько лететь? До ЮАР из Сиднея. Сидней ЮАР, а минимум 14 часов, максимум 17. Так пишут на сайтах. А по Яндекс.Картам получается 9000 километров, 9300 где-то. Здесь именно не суть в то, что Яндекс.Карты, и они должны 100% совпасть. Вот 9200 по Яндекс.Картам. А сами километры могут не совпасть, но именно сам путь такой существует именно на карте плоской Земли. То есть с пересадкой замечаем, рейс длится 17 часов.
И тот, и другой. Сидней-Йоханнесбург или Сидней-ЮАР. Какая-нибудь страна юаровская. И смотрим. Сидней-ЮАР. Средняя скорость самолета всегда 820 км в час. Но если обратить внимание на эти полеты, то они идут очень высоко и над облаками. Вот, смотрите, вот он взлетел. Можете сами набрать в поисковике реальное видео. Вот человек вот этот вот купил. Так, и именно вот этот рейс рассматривал. И что мы видим? Сами, вот. Все, то есть самолет летит очень высоко, облака 10 километров, здесь скорее всего 15 километров, и соответственно скорость не 820 уже будет, а 900 километров в час. И вот. Средний Йоханнесбург аналогично. Вот. То есть при скорости 900 км в час за 16 часов преодолеет 14 400 километров. Как раз то самое расстояние из ЮАРа в Сидней. Без проблем. 16 часов, а час на взлет, на посадку. И то есть здесь говорилось, спрашивали то, что должна быть видна Антарктида, но здесь не видна Антарктида. Здесь виден Северный Ледовитый океан. И как раз на середине полетов. Если вот вы полистаете эти видео, вот, это Северный Ледовитый океан. Это здесь где-то льды, горы, и примерно видимость такая над облаками. А другой полет. То есть это вот прям вот Сидней, Йоханнесбург на ютубе. Можете прям набрать и посмотреть. Южная Африка. Сидней. Сидней в Южную Африку. И вот здесь видно, что это Северный Ледовитый океан. Первый рейс. Это где-то середина полета, уже виден Северный Ледовитый, льды. Так. Конец полета. Вот. Суша. Как мы знаем, ни один рейс через Антарктиду никогда не летал и не летает. Вот, уже конец суши. Середина где-то были льды. Как раз ровно середина, Северный Ледовитый океан. Рейс летит так, именно так он и летает, такие самолеты. А другой рейс, вот то же самое, тот же самый рейс, вот, Австралия и ЮАР. Взлетел вот на высоте, то есть видно океан, море, откуда, ну где-то здесь, или откуда он взлетает отсюда, или здесь. То есть если, скорее всего, из Австралии, то вот он взлетел, видит океан, море. Далее вот Северный Ледовитый где-то уже посередине. Ну, то есть это обрезалось видео, делали нарезки. Северный Ледовитый. Даже видно, что льды отколоты, это Северный Ледовитый океан. Далее уже вот конкретно Северный Ледовитый океан. То уже никто в этом сомневаться не будет, что это Северный Ледовитый. Вот через него пролетели, и все. Вот конкретно либо так, либо так. Ну, по центру был Северный Ледовитый океан. И вот какое видео не откроешь, в середине видео обязательно льды. То есть, а если бы это было по сферической Земле, льды были бы везде. Но здесь люди просто купили билеты, полетели, снимали себя, ни о чем не задумывались, иногда смотрели в иллюминатор, доказали, что мы живем на плоской Земле. Так, здесь вообще иллюминатор не снимали. Так, где-то тут снимали. Тут именно на высоту какую. То есть летают очень высоко, и значит скорость очень высокая.
И то есть эти самолеты летят чуть быстрее, не 820 и не 840, скорее всего они летят 900 км в час. Напомню, что Боинги эти могут развивать такую скорость, и в этом ничего такого нету. То есть на большой высоте легче лететь с огромной скоростью. Вот он набрал высоту, уже летит. Вот, ничего не видно, облака. Вот. То есть он летит много выше облаков, за облаками не видно, что там континенты. Людям говорят, что там море, но там континенты. Когда начинается море, уже людям, возможно, как-то сами смотрят или что, здесь Северный Ледовитый фоткают, и дальше через море летят. Здесь очень много моря, и, естественно, этот полет существует. То есть за то же самое время, с разницей в час от официального источника, то есть разница в 2 часа, но полчаса на посадку и взлет, остается разница в час. И, естественно, такой полет легко может существовать на карте плоской Земли. И вот еще одно очень мощное доказательство. Рейс Сидней, Аргентина. Идет через море, и здесь нету льдов. Здесь просто море. Почему по дуге не знаю, но, естественно, все искривлено на глобусе. То есть рейс должен идти так. Глобус искривляет все, кроме самих материков, естественно. Ну и кроме Австралии, да. То есть вот если рейс идет вот так, то льды не должны быть видны. Где-то вот такая радиус видимости. И Антарктиду еле-еле или почти не видно будет. Будет видно только море. Но смотрим. Вот видео. Специально на YouTube покажу, чтобы поверили. Название. Boeing 747, Сидней, Южная Африка. И прям под самолетом мы видим льды. Вот море, естественно, оно есть. И много облаков, конечно. Вот видно льды, очень близко к самолету. Вот такое вот на вот этом рейсе быть не может. Льды где-то вот здесь, вот рядом, очень близко. А самые ближайшие льды, это, естественно, здесь много тысяч километров, и они видны будут только на горизонте. Первое. И второе видео вот тоже специально на YouTube открываю. Так, сейчас. И вот. Тоже тот же самый рейс, но другая съемка его. Вот видно льды. Вот видно летит, и прям под ним льды. На вот таком рейсе это невозможно. Потому что здесь Тихий океан. И если есть льды, то они недалеко от Антарктиды. Такое возможно только вот на такой карте. И это Северный Ледовитый океан. Такой полет возможен только на карте плоской Земли. И сейчас мы сделаем вывод. Что хотели сделать этим вопросом? Его задали так просто. Как летают без посадки авиарейсы из Новой Зеландии в Аргентину и из Южной Африки в Австралию? То есть хотели показать, что на круглой Земле, круглой плоской Земле это невозможно. Они хотели уничтожить плоскую Землю этим вопросом. Но тем самым они наоборот показали, как устроена истинная карта плоской Земли, что позволило составить ее и доработать. И теперь этот же аргумент разбивает сферическую Землю и доказывает то, что все мы живем на плоской Земле. То есть вода, плоскость воды ровная, везде одинаковая, а Земля выпуклая, над водой.
Мы все живем на материках. Нажимаем палец вверх, просматриваем видео до конца, нажимаем подписаться, нажимаем колокольчик.